Трилогию «Назад в будущее» заслуженно называют культовой, а для многих она еще остается одним из ностальгических мостиков в детство или юность. Роберт Земекис и Боб Гейл придумали историю про школьника и машину времени еще задолго до 1985 года, когда на экраны вышел один из прекраснейших приключенческих фильмов. В сентябре 1980 года друзья заключили контракт на сценарий с компанией Columbia Pictures и принялись за дело, но с самого начала столкнулись с непониманием. В начале 80-х самыми кассовыми молодежными фильмами были фильмы с довольно суровым рейтингом от 18 с эротикой, алкоголем и насилием и абсолютно нулевой научно-фантастической составляющей. Авторам «Назад в будущее» говорили, что их фильм слишком детский, что большая часть потенциальной аудитории оставит его без внимания, потому что в нем мало жестокости. Земекис с Гейлом упорно трудились, переписав сценарий дважды, но все было тщетно. Желающих вложить в него деньги так и не нашлось. Но все изменилось в один миг, когда в 1984-м грянул громкий успех «Романа с камнем», снятого Земекисом. После этого все продюсеры внезапно захотели снять «Назад в будущее». Проекту очень повезло с актерами. Пожалуй, невозможно себе представить на месте Марти Макфлая кого-то кроме Майкла Джей Фокса, а на месте доктора Брауна кого-то кроме Кристофера Ллойда. Все идеально вжились в свои образы. Но изначально роль Марти исполнял актер Эрик Штольц, так как Майкл Джей Фокс в то время снимался в сериале «Семейные узы». Его продюсеры испугались снижения рейтингов и отказались отпускать актера в мир большого кино. К слову, роль доктора Брауна также досталась совсем не тому актеру, на которого изначально рассчитывали создатели. Они надеялись заполучить Джона Литгоу, но тот был занят над другим проектом. Так доком Брауном стал Кристофер Ллойд. Когда съемки все же начались, Земекис достаточно быстро понял, что нанять Штольца было большой ошибкой. По словам режиссера, актер был слишком серьезен, словно он снимается не в комедии, а в драматическом фильме. Штольц не выходил из образа даже после дубля и требовал, чтобы коллеги обращались к нему не иначе, как Марти. Вдобавок, Штольцу тяжело давалось катание на скейтборде. Примерно через месяц после начала съемок режиссер и продюсеры пошли на беспрецедентный шаг и уволили Эрика Штольца. А нам остается лишь гадать, каким бы было «Назад в будущее» с альтернативным Марти. В сети без труда можно найти немало фото со съемочной площадки и даже часть отснятого материала со Штольцем, так что какое-то представление все-таки можно составить. За время работы над фильмом его название может измениться не раз. «Назад в будущее» могла постичь аналогичная судьба. Оригинальное название нравилось всем, кроме главы студии Universal Сидни Шейберга. Он не мог понять, почему в названии фильма употребляется «будущее», ведь Марти вроде как возвращался в настоящее. И отправил создателям записку с предложением переименовать кино в «Космонавт с Плутона». Так должен был в шутку представиться Марти в одной сцене. К счастью, продюсировавший фильм Стивен Спилберг придумал оригинальный выход из положения. Он написал Шейбергу письмо, в котором похвалил за классную шутку с новым названием, которое всех здорово повеселило. Разумеется, после такого глава студии не рискнул признаваться, что это была не шутка. Но фильм все равно менялся, так как в первоначальной версии главный герой занимался видеопиратством, и в прошлое он перемещался при помощи машины времени, сделанной из холодильника. Потом от идеи с холодильником решили отказаться. Земекис боялся, что дети будут забираться в холодильники под впечатлением от фильма. Нужно отметить, что он был прав, потому что впечатление фильм произвел незабываемое. Когда же сценаристы обратились к идее машины времени в виде автомобиля, они сперва решили, что это должен быть какой-нибудь вездеход на гусеницах, который мог бы передвигаться в том времени, где еще не было дорог. Делориан появился благодаря чистой случайности. Земекис придумал сцену, в которой фермерское семейство в 50-х принимает машину времени за летающую тарелку. И оригинальный мелкосерийный спорткар DMC-12 DeLorean с его поднимающимися вверх дверями и блестящей обшивкой из нержавеющей стали выглядел достаточно футуристично, чтобы сойти за неземную технику в глазах простых американцев. Для создания эффекта иния у только что вернувшегося из путешествия автомобиля использовали азот. DeLorean буквально замораживали. Огненные же следы, оставленные умчавшейся машиной, и обычное разлитое топливо, которое поджигали вручную. Кинематографисты решили использовать эти сравнительно дешевые эффекты, хотя долгое время рассматривалась версия с растягивающимся и сжимающимся, как резиновая лента, DeLorean. Но в итоге от такого спецэффекта отказались, делать его было дорого, долго, да и сегодня он наверняка выглядел бы безнадежно устаревшим.
Взрослые машины не обошлись без игрушечных дублеров. Кинематографисты создали несколько уменьшенных макетов DeLorean. Именно они, подвешенные в воздухе на специальном рукаве, планируют на фоне синего экрана, на место которого затем накладывались нужные видеофрагменты. Этот же прием впоследствии применялся на съемках второй и третьей частей трилогии. Все летающие автомобили и поезда дублировались в игрушечном формате, с которыми киношникам работать намного удобнее. Одной из самых больших статей расходов стали не игрушки и не тройка заряженных DeLorean, а декорации. Весь городок Хилли-Вэлли не имеет отношения ни к одному из реально существующих населенных пунктов и был создан в открытом павильоне киностудии Universal. Миллионы долларов ушли на то, чтобы создать декорации центральной площади со всеми предусмотренными сценарием зданиями. В первой части новенькие фасады сначала использовались для съемок сцен, происходивших в 1950-х годах. Лишь ближе к концу съемочного периода декорации специально состарили, чтобы показать настоящее, то есть середину 1980-х. Художник картины Лоуренс Пол блестяще воссоздал атмосферу 50-х. Для этого ему пришлось изучить несколько сотен фотографий того времени и посмотреть больше десятка фильмов, снятых в те годы. В «Назад в будущее» имеется огромное количество абсолютно аутентичных деталей. Пол намеренно отступил чуть дальше в прошлое, чем 50-е годы, забравшись практически в конец 40-х, потому что реальные 50-е все же не были столь архаичны. Легкое утрирование пошло фильму на пользу, усилив эффект погружения в прошлое. 20 апреля съемки благополучно завершились, но само собой и думать было нечего о том, чтобы выпустить фильм в мае. Премьеру перенесли на август 85-го, но когда фильм показали тестовой группе, на предварительном просмотре, по выражению продюсера Фрэнка Маршалла, зрители прыгали до потолка. По признанию того же Маршалла, такого предварительного просмотра он не припомнил. Премьеру назначили на 3 июля. Чтобы уложиться в сроки, монтажеры и специалисты по озвучке работали круглые сутки. На стадии монтажа были вырезаны некоторые сцены, например, та, в которой Марти смотрит, как Лоррейн списывает на экзамене, и та, в которой Джордж Макфлай застревает в телефонной будке. Земекис чуть было не вырезал и сцену с рок-выступлением Марти, но тестовой аудитории так понравилась эта сцена, что он решил ее оставить. Как выяснилось, правильно сделал. Когда компания Lucas Industrial Light and Magic закончила изготавливать спецэффекты, их всего было 32 на весь фильм, до премьеры оставалась 1 неделя. Когда фильм вышел на экраны в 1200 кинотеатрах по всей Северной Америке, начиная с 3 июля 1985 года и на протяжении последующих 11 недель, он был абсолютным лидером проката в США. Успех был поразительный. В одной только Америке фильм собрал 210 миллионов, вдвое больше самых смелых ожиданий, а мировой прокат принес аж 380 миллионов долларов. Это был мега-хит планетарного масштаба и самый кассовый фильм мира в 1985 году. И вот с момента выхода фильма прошло уже целых 37 лет. От столь наглядного свидетельства того, как быстро уходит время, честно говоря, становится немного не по себе. Особенно с учетом того, что в отличие от героев фильма у нас нет возможности вернуться назад. Но на мой взгляд, «Назад в будущее» сам по себе служит отличной машиной времени. При каждом просмотре картины ты словно сам перемещаешься в другую эпоху, когда фильмы были хорошими и целью их создателей было не рассказать зрителям о своих политических предпочтениях, а сделать так, чтобы зрители отлично провели время и получили позитивные эмоции. Да, я отлично понимаю, что это крайне упрощенный и во многом идеализированный взгляд на прошлое, но «Назад в будущее» определенно оказывает подобное воздействие. И на мой взгляд, это один из главных плюсов фильма. 35 лет тому назад Роберт Земекис и Боб Гейл подарили нам картину, которая до сих пор не утратила своего обаяния и отлично смотрится и в 2022 году. И я совершенно не удивлюсь, если в 2055 году фильм будет оказывать на зрителей такой же эффект. По крайней мере, мне хочется в это верить. А пока что у меня все. Ставьте лайки, если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. А также загляните в мой плейлист о том, как снимают кино. Я думаю, каждый найдет для себя что-то интересное. До скорого.